очнулся от того, что мне было тяжело дышать. Лицо мое было чем-то замотано. Я открыл глаза, но ничего не увидел. Мне что-то мешало. Подняв руку и ощупав лицо, я понял, что на моей голове мешок. Те, кто притащил меня сюда, знали, что мне нельзя смотреть в глаза, потому что я скромник. Стянув мешок с головы, я понял, что я в клетке. До того, как оказаться в этой клетке, я много лет жил высоко в горах, в пещере, в которую никогда не попадал солнечный свет. Единственными моими друзьями были летучие мыши, которые делили со мной пещеру. Они же были и моей едой, которая, к счастью, требовалась мне очень редко. Но однажды туда пришли ученые. Они искали следы первобытных людей, а нашли меня, скромника. Увидев меня сидящим в углу пещеры, они не испугались и не убежали. Они подумали, что нашли новое существо и стали пытаться со мной познакомиться. Я как мог закрывал лицо руками, но один из людей оказался очень настойчивым. Он с силой убрал мои ладони от лица, и наши глаза встретились. С этой минуты он был жертвой, а я охотником. Встав во весь свой рост, я издал воинствующий крик. Охота началась. Второму ученому повезло больше, он не видел моего лица, и ему удалось сбежать. Он в красках рассказал полиции о том, как его товарищ погиб от рук страшного монстра. На следующий день за мной пришел специализированный отряд. И вот я пленник. Я попробовал отогнуть толстые металлические прутья своей клетки, но они оказались прочными и не поддавались. Через минуту дверь открылась, и в комнату вошли 4 человека. Все они закрывали лицо руками, чтобы не встретиться со мной взглядом. Вперед вышел невысокий сотрудник. Он сообщил мне, что я являюсь собственностью их лаборатории. И если я попробую сбежать, меня убьют незамедлительно. После этого свет в комнате погас, а когда снова включился, я увидел в своей клетке поднос с едой, а сотрудники лаборатории пропали. Это была отвратительная еда. Я скучал по моим любимым летучим мышам, головы которых так аппетитно хрустели на моих зубах. Несколько дней подряд мне надевали мешок на голову, чтобы я ни с кем не смог встретиться взглядом, и подвергали различным экспериментам. Меня опускали в ледяную воду, сажали на электрический стул, брали мою синюю кровь на анализы. За это время я успел выучить всех, кто ставил эксперименты. Я смог разглядеть их сквозь мешок. Главным в этой группе был маленький кудрявый профессор. Он был самым жестоким и любил опыты с огнем. Помогала ему такая же маленькая женщина, которая всегда носила очки с толстыми стеклами. Кровь на анализы брал высокий худой профессор. Он был похож на богомола. Четвертым участником группы был молодой ученый по имени Макс. Он был самым добрым, и каждый раз, когда меня выворачивало от боли, он говорил: «Терпи, скоро все закончится». Я ненавидел их всех. Был еще один человек. В его обязанности не входило ставить эксперименты, и он был уборщиком. Каждый раз, когда меня снова бросали в клетку, он входил в лабораторию и, громко насвистывая, убирался в помещении. Он был проинструктирован, что со мной нельзя разговаривать, смотреть мне в глаза и вообще как-то контактировать. Но иногда он нарушал эти правила и кидал мне в клетку ароматные яблоки. Это были не летучие мыши, но их хруст помогал мне успокоиться. Однажды меня, скованного цепями и с мешком на голове, поместили в фургон и куда-то повезли.
Я решил, что это мой шанс сбежать. Я поднял левую руку, и неожиданно цепь сама упала. Я тряхнул правой рукой, и случилось то же самое. Замки на наручниках кто-то забыл закрыть. Я стянул с головы мешок и понял, что я почти свободен. Оставалось только выбить дверь и сбежать. Направляясь к двери фургона, я увидел на полу белый лист. Поднял его и перевернул. Это был портрет кудрявого профессора. В моей голове что-то щелкнуло, и я понял, что теперь он моя жертва. Я очень не хотел убивать. Хотел убежать куда-то далеко, где есть темнота и летучие мыши. Но я не мог. Прежде я должен был ликвидировать профессора. Я пнул дверь, и она вылетела наружу. Я прыгнул в ночную мглу и побежал за профессором, лицо которого теперь было перед моими глазами. Через несколько часов с профессором было покончено. Я сидел в его кабинете и размышлял над тем, кому из его окружения понадобилось избавиться от него. Я решил бежать, пока этот кто-то не подсунул мне новую фотографию. Я открыл окно и посмотрел вниз. Вокруг тела профессора уже бегали люди, значит, надо было бежать через крышу. По трубе я поднялся наверх, и там меня ждал новый сюрприз. Прямо у того места, где я поднялся, стоял большой портрет профессорши в очках. Я заорал от гнева. Новая жертва! В моей голове опять что-то щелкнуло, и я снова начал охоту. Через несколько дней с профессоршей в очках было покончено, и я был свободен. Я стоял в ее доме и думал, что бежать надо немедленно, пока тот, кто ненавидит всех этих ученых, не подсунул мне новую жертву. Я медленно шел к выходу через гостиную, когда неожиданно включился телевизор. Я повернул свое лицо и увидел на экране портрет профессора Богомола. Черт! Он был новой жертвой! Я ненавидел того, кто решил с моей помощью уничтожить всех этих ученых. Побег в темноту к вкусным летучим мышам снова откладывался. Я закрыл глаза. Перед глазами было лицо моей новой жертвы. Откуда-то я знал, что он в лаборатории, где надо мной проводили эксперименты. В голове снова что-то щелкнуло. По дереву, которое росло около южной стены лаборатории, я стал медленно подниматься наверх. Кабинет профессора Богомола был на 3-м этаже. Я сидел на толстой ветке напротив его окон и ждал, когда он появится. Сквозь листву я стал изучать здание. Мне нужно было занять время, и я стал размышлять над тем, кому было выгодно убить всех этих ученых. Из 4 2 я ликвидировал, имя 3-й жертвы я уже знал. Значит, оставался молодой ученый по имени Макс. Вот почему он тогда сказал, что скоро все закончится. Я ненавидел его всей душой. Сначала он подарил мне свободу, а потом заставил ликвидировать всех этих ученых. В эту минуту в окне напротив появился профессор Богомол. Я присел на ветке и прыгнул в сторону его кабинета. Пришло время разделаться с новой жертвой. В кабинете профессора я сел на его стол. Здесь был беспорядок. В отличие от других, он боролся за свою жизнь. Правда, недолго. Я ненавидел молодого ученого Макса за то, что он заставил меня сделать все это. Если бы не он, я бы уже уютно устроился в своей пещере и хрустел черепушками летучих мышей. Я уже собрался уходить, как неожиданно дверь кабинета профессора Богомола приоткрылась. Я понял, что там кто-то стоит. Я протянул руку к двери, дернул ее на себя, но там никого не оказалось. На двери в самой верхней ее части висела прилепленная скотчем фотография Макса. Кто-то сделал его моей новой жертвой. Я взвыл от ненависти и отчаяния. В моей голове в 4-й раз что-то щелкнуло. Я сел на пол,
обхватил голову руками и попытался успокоиться. В эту минуту я почувствовал знакомый запах. Я встал, принюхался, поднес свое лицо к фотографии Макса и вдруг все понял. От фотографии пахло яблоками. Тонкий, неуловимый аромат тех самых яблок, которыми меня подкармливал уборщик. Имея от природы обостренный слух, зрение и обоняние, я без труда вычислял своих жертв. Я сорвал фотографию ученого с двери и пошел искать того, кто заставляет меня убивать. В подсобке уборщика было темно. Я включил свет и увидел на стене фотографии ученых, которых я отправил на тот свет. На столе лежало маленькое зеркало, которое я быстро перевернул, так как скромник не должен видеть своего лица. В эту минуту я услышал за дверью знакомое посвистывание. Я встал за полку с чистящими средствами. В комнату вошел уборщик. Он взял красный фломастер и стал зачеркивать на стене фото тех, кого по его милости я уже убил. Не зачеркнул он только лицо Макса. Я медленно вышел из своего убежища и зарычал. Фломастер выпал из рук уборщика. Он быстро закрыл лицо руками, сел на пол и стал тараторить, что они сами во всем виноваты. Уборщик рассказал мне, что когда-то давно он нашел логово Картун Кэта, стал его подкармливать и привязался к нему, несмотря на то, что монстр каждую ночь выходил охотиться на людей. Но однажды его Картун Кэта обнаружили сотрудники секретной организации и передали в лабораторию, где того замучили экспериментами до смерти. Он устроился уборщиком в лабораторию и стал ждать своего часа, когда сможет отомстить за Картун Кэта. Я не хотел убивать Макса, но его лицо запечатлел мой мозг, и спасти его могло только чье-то новое лицо. Уборщик сидел на полу и смотрел вниз, не поднимая глаз. И тут меня осенило. Я взял со стола перевернутое зеркало, склонился и положил его между согнутых ног уборщика. В нем отразилось его перепуганное лицо. Теперь моей новой жертвой был не Макс. Теперь моей новой жертвой был уборщик. В моей голове что-то щелкнуло. Если тебе понравилась эта история, и ты хочешь как можно больше крутых видосов на канале Аниматор, то обязательно ставь лайк под этим видео, пиши комменты, подписывайся на наш канал и не забудь нажать на колокольчик. Оставайся с нами!